Добро пожаловать в новое видео и на всеукраинский турнир по дзюдо, который проводится в Мариуполе. В турнире принимают участие более 300 человек из разных городов, таких как Киев, Харьков. Ну а тема сегодняшнего выпуска будет «Смысл и предназначение», узнав которое ты сможешь обрести настоящее счастье в жизни. А точнее, мы сегодня обсудим 3 следующие темы. Первая, что такое счастливая жизнь, полное вдохновение. Вторая тема, как определить свои внутренние ценности, на которых основана вся твоя жизнь. И третья тема, как, основываясь на этой информации, создать счастливую жизнь, полную вдохновения. Будет очень интересно, но сначала я хочу вам показать хайлайты сегодняшнего турнира. Ты готов? Поехали! Начать хотелось бы с цитаты древнегреческого философа Аристотеля, размышления которого по поводу счастья актуальны по сей день. Он сказал: «Счастье – это удовольствие, которое мы получаем, раскрывая свой потенциал». Я с этой цитатой согласен обеими руками и ногами, поэтому в своих видео я постоянно говорю о том, как важно быть счастливым и раскрывать свой потенциал, потому что они очень тесно взаимосвязаны. Каждый из нас обладает неограниченным потенциалом, и в каждом из нас живет гений, который может добиться мировых успехов в определенной области. Для того, чтобы понять, в какой области мы гениальны, для этого достаточно узнать свои самые высокие ценности, которые были заложены в нас с раннего детства. Некоторые люди интуитивно понимают свои ценности и живут в соответствии с ними, но если их осознать, то мы можем добиться самых важных для нас целей и жить счастливой жизнью, которая наполнена вдохновением. Твои ценности влияют на твое внимание, память и уровень вдохновения. То есть, когда мы делаем что-то, что относится к нашим главным ценностям, у нас хороший фокус внимания, мы лучше запоминаем информацию и будем хотеть делать это снова и снова. Если мы будем пытаться делать что-то, что не относится к нашим самым высоким ценностям, мы будем иметь дефицит внимания, память будет на низком уровне, и мы вовсе не будем хотеть выполнять эту активность. И если тебе в жизни чего-то хочется, например, успешную карьеру, накопить денег или купить квартиру, то причина, по которой ты до сих пор этого не имеешь, потому что ты недостаточно это ценишь. Очень часто мы пытаемся добиться целей, которые были навязаны социальным идеализмом, и появляется давление со стороны общества, но в глубине души мы понимаем, что достижение этих целей не принесет нам никакого удовольствия. Так вот, для того, чтобы начать жить счастливой жизнью, полной вдохновения, нужно, первое, определить свои самые высокие ценности. Упражнение на определение находится в следующей части видео. И второе, начать жить ежедневно в соответствии с этими ценностями. Как это сделать, ты узнаешь в третьей части видео. Я 12 лет работал в IT и следовал целям, которые были навязаны обществом. У меня было все для того, чтобы быть счастливым. У меня была высокооплачиваемая работа, которую я выполнял по специальности, просторная квартира, причем в 3 разных городах.
а также машина моей мечты, но это все мне не приносило настоящего удовольствия от жизни. Но я жил и верил в то, что я смогу найти в жизни что-то, что сможет принести мне чувство глубокого удовлетворения. И только когда я осознал список своих самых высоких ценностей и начал жить в соответствии с ними, я начал жить по-настоящему счастливой жизнью, которая наполнена смыслом и вдохновением. В одном из своих предыдущих видео я уже говорил о том, как определить свои ценности и давал для этого упражнение. Ссылка в углу экрана. Сегодня будет новое упражнение, которое отлично дополняет предыдущее, и чем больше упражнений ты сделаешь, тем больше вероятность того, что ты определишь точно, что для тебя более важно, а что для тебя менее важно. Сегодняшнее упражнение состоит из 13 вопросов, которые лучше всего распечатать и отвечать на них в письменном виде. Ссылка на документ в описании под этим видео. Первый шаг – это ответить на 13 вопросов, первый из которых – как ты заполняешь свое профессиональное и личное пространство, какие 3 вещи заполняют его, указать вещи дома и на работе, на которые ты в первую очередь обращаешь внимание. Ты всегда себя окружаешь вещами, которые для тебя действительно важны. Второй вопрос. Как ты проводишь время? 3 самых главных занятия. Ты всегда найдешь время на то, что для тебя является важным, и не будешь хотеть тратить время на то, что для тебя является неценным. Третий вопрос. Как ты тратишь свою энергию? 3 главных занятия. Здесь нужно указать 3 занятия, на которые ты с удовольствием потратишь свою энергию, или те занятия, которые тебя заряжают энергией. Следующий вопрос. Как ты тратишь свои деньги? 3 основных источника расходов. На что ты всегда готов потратить деньги и будешь ценить это, несмотря на стоимость? Пятый вопрос. Где у тебя самая лучшая организация и порядок? 3 главные области. Где тебе важно, чтобы всегда был порядок и все было на своих местах? Что для тебя не важно, будет лежать в самом далеком ящике и в разброс. Шестой вопрос. Где у тебя присутствует надежность, дисциплина и фокус внимания? 3 главные области. Посмотри на свои активности, цели, которые тебя вдохновляют на дисциплину, на надежность и на высокий фокус внимания. Мы всегда лучше всего сфокусированы на том, что действительно для нас важно. О чем ты думаешь и какие у тебя 3 самые доминирующие мысли на протяжении дня? Тут речь идет не о негативном внутреннем диалоге, а о том, каким ты себя представляешь в будущем, каким человеком ты хочешь быть. Что ты визуализируешь и осознаешь ежедневно. Имеется в виду не фантазии, которые мы себе представляем, а то, какую жизнь мы хотим иметь. Какой у тебя внутренний диалог? 3 основные темы. То есть то, о чем ты говоришь с собой большую часть времени, и 3 главные цели, которые ты постоянно перед собой ставишь. О чем ты говоришь в социуме большую часть времени. 3 основные темы. О чем ты говоришь большую часть времени с другими людьми. И какая тема вдохновляет тебя быть экстравертом и активно вступить в диалог. 11 вопрос. Что тебя вдохновляет? Какие 3 вещи? Что тебя вдохновляет, вдохновляло и что общего в людях, которые тебя вдохновляют? 12 вопрос. Какие 3 самые долгосрочные цели ты ставишь? То есть цели, которые ты ставишь и достигаешь регулярно, а также мечты, которые долгое время сидят у тебя в голове. И последний вопрос. Что ты любишь изучать и о чем ты любишь читать больше всего? То есть 3 области, которые хотелось бы изучать и развиваться в них, где ты не замечаешь время. Второй шаг этого задания – это собрать все ответы на один лист в сокращенном виде. И на 3-м шаге собрать 5 самых популярных ответов, которые совпадают по смыслу и говорят об одной и той же ценности. После того, как ты соберешь 5 самых популярных ответов, у тебя будет представление, что для тебя на самом деле является важным в жизни, а что менее важно. И в следующей части видео мы поговорим о том, что нужно делать с этой информацией. Давай теперь поговорим о том, как от теории перейти к практике, то есть
как узнать свое предназначение, начать ему следовать и получать за это деньги. Я думаю, многие из вас задавали когда-нибудь себе вопрос, как я могу делать то, что очень люблю, и еще получать за это деньги. Так вот, именно об этом мы сейчас и поговорим. Упражнение состоит из 3 шагов, и определение ценностей, которое мы сделали на предыдущем шаге, обязательно. Первый шаг – задай себе вопрос, что я больше всего люблю делать. На этом шаге нужно составить список всего, что ты любишь делать, и где ты полностью погружен в процесс. Просто подумай, что ты хочешь делать с удовольствием. Это может быть все что угодно. Петь, танцевать, задавать вопросы, заботиться о ком-то, организовывать вечеринку или проявлять любопытство. Записать минимум 10 занятий, которые тебе очень нравится делать. Ссылка на документ, который тебе поможет, в описании. Следующий шаг – задать себе вопрос, как я могу за это получать деньги. На этом шаге для каждой активности, которую ты определишь на первом шаге, придумать как минимум 3 способа, как тебе могут за это заплатить. Позволь своему воображению быть свободным и не ограничивайся общепринятыми шаблонами мышления. Возможно, ты придумаешь новый бизнес. Например, если ты очень любишь гулять со своими домашними питомцами, возможно, ты захочешь запустить такой сервис, который будет помогать людям гулять с их домашними питомцами. Или если ты, например, любишь смотреть футбол, то, возможно, пора начать вести свой блог обо всех футбольных событиях мира. Третий шаг – определение возможностей. Есть такие занятия, которыми ты будешь хотеть заниматься каждый день, но есть и такие, которыми ты будешь хотеть заниматься только иногда. Допустим, тебе нравится загорать на пляже, но, возможно, ты не захочешь жить на пляже. Или, например, если тебе нравится путешествовать, но, возможно, ты не захочешь все время быть далеко от дома. Так вот, на этом шаге нужно взять весь список с предыдущего шага и выбрать те занятия, которые хотелось бы выполнять как полноценную работу. И определить 5 типов бизнеса или варианта карьеры, которыми тебе хотелось бы с удовольствием заниматься. 4-й пункт. Какие мои 7 главных шагов? Сначала из списка на предыдущем шаге выбери один вид бизнеса или карьеры, который тебя больше всего вдохновляет. Затем выпиши 7 самых приоритетных шагов, которые ты можешь сделать уже сегодня для того, чтобы начать двигаться к этой цели. Если тебя не вдохновляют результаты, ты можешь повторить это упражнение, пока ты не почувствуешь большое желание, а также вдохновение для начала новой жизни. У меня, например, самая высокая ценность – это быть счастливым и помогать людям становиться счастливыми. И только после того, как я сделал упражнение, о котором говорил в 3-й части видео, я запустил этот канал, потому что я всю жизнь тратил деньги на фото и видеотехнику, на дроны, и мне всегда хотелось записывать видео, которые будут помогать людям становиться счастливее. И только после того, как я получил образование лайф-коуча и осознав свои самые высокие ценности, я наконец-то начал делать то, что всегда хотел. И для меня процесс подготовки нового видео доставляет нереальное удовольствие, особенно когда я вижу ваши приятные комментарии и лайки. Меня это вдохновляет еще больше. То есть то, о чем ты всегда думаешь и что для тебя самое важное, это и есть твое предназначение. Твоя жизнь всегда будет давать тебе подсказки, главное их замечать. Если ты найдешь смысл своей жизни, это будет самый счастливый день в твоей жизни. И вся жизнь после этого будет меняться только в лучшую сторону. Самое главное — это захотеть найти этот смысл, а как это сделать, ты уже знаешь. Также для осознания своего предназначения очень важно знать свои таланты. Видео на определение своих сильных сторон и талантов находится в углу экрана. Каждый из нас находится на этой планете для чего-то. У каждого есть своя уникальная миссия. И если мы будем ее выполнять, то мы будем жить счастливой жизнью, полной вдохновения. У меня на сегодня все. Увидимся в следующем видео. Пока!